Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября. На этой неделе у нас встречается второй с третьим последним месяцем осени. Остается совсем немного времени. И уже зима. Вот так. И году конец. Быстро летит время. Для меня оно мчится. Давайте узнаем, что на неделе нам подскажут карты. Будем реалистами. Всегда говорю это. Не расскажут нам Таро прогноз о личных каких-то перипетиях, историях каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки в метафорических образах карт вы для себя увидите. Какую-то задачу свою сможете просчитать на пару шагов вперед. Первую карту достанем. Важное событие или вообще, что в приоритете будет в течение недели для вас, Весы. Неожиданное событие или неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Достанем такую карту, что скрыто. Может быть, от вас что-то скрывают, а может быть, вы не придаете чему-то значения. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансовая энергия, денежки, личная жизнь. И подытожим советом от карт. Итак, важное событие. Если мы хотим докопаться до правды, до истины, узнать какую-то, что есть вот на самом деле. Не то, что мне говорят, а вот, может быть, по закону, как это будет проигрываться, да, или согласоваться, например. Или кто-то проболтался, вы узнаете какую-то тайну, и тоже вы хотите подтверждения, как будто. Вот любую информацию вы найдете. Но на этой неделе вы еще можете столкнуться с человеком. По этой карте, пусть не в этой колоде, идет бунтарь без причины. Это люди со сложным характером, которые могут изображать из себя, знаете, так, пафос какой-то и достаточно убедительно нас уговаривать приступить к какому-то делу или согласиться с точкой зрения, или чтобы мы кого-то поддержали. Такое тоже может быть. У кого-то, увы, могут проиграться вопросы, связанные с перемещением, с переездом, или, может быть, к вам приезжает человек, или вам нужно отправиться. На энергии мечевые, они, в общем-то, ваши, и поэтому нам говорят хладнокровие, выдержка, и где-то ту информацию, которую мы слышим, мы как будто должны перепроверять, нам это будет помогать. А если мы сталкиваемся вот с такими сложными людьми, то отступить полшага назад и наблюдать, как разовьются события, или как пусть выговорится такой подобный человек. Как будто мы не должны, знаете, как расширять дистанцию при конфликте. Мы не должны случайно, даже зайдя в кабинет, если слышите, к примеру, я как вариант, обсуждают руководство. Мы в этом не должны участвовать, даже лучше вообще оттуда ретироваться, даже из любопытства не слушать, иначе потом что-то могут перевернуть и использовать против вас. Вот мы здесь себя бережем, и больше выдержки и хладнокровия нам как раз и дадут возможность не оказаться замешанными в каких-то мутных ситуациях или с теми людьми, которым нельзя попросту доверять. А по людям тут, кстати, вот как я сказала, в пафосном варианте нам что-то могут предлагать, доказывать. Так вот, это не значит, что так оно на самом деле есть. Несмотря на убедительные доказательства человека, истина может быть совсем в другой стороне. Поэтому берегите себя больше. Ну, где-то хладнокровие в неожиданностях. Смотрите, как здорово. Десятка кубков, счастье, радость, предложение. Может быть, какой-то, если у вас в личной жизни, допустим, да, с вашим партнером были какие-то вопросы, но не договорились вы или не нашли взаимопонимания, то тут неожиданно или случай предоставится, или, ну, может быть, партнер сам что-то инициирует, или если вы инициируете диалоговую форму разговора, значит, вас поддержат. Ну, одним словом, счастье, радость. Поэтому здесь какой-то вопрос, может быть, и не обязательно по личной жизни. Все же десятка кубков, карта очень многогранная. Она показывает о балансе и благополучии по всем сферам жизни. И это у вас в неожиданностях. Значит, как минимум один, мои дорогие весы, какой-то важный вопрос вы можете как будто уладить. А у кого-то это будет улажен вопрос
с детьми, и даже достаточно взрослыми, подросшими детьми. У каждого своя какая-то ситуация. Чему сейчас не время? И тем не менее рыцарь кубков вдохновения. Или, знаете, когда нам предлагают что-то, вот кто знает, может этот рыцарь мечей выглядит где-то как рыцарь кубков, или будет менять, словно, да, вот как мимикрия, менять как будто свои тактические ходы для того, чтобы вас на что-то уговорить. А нам говорят, все-таки это в позиции, чему сейчас не время, а по рыцарю кубков это вдохновение, очарование. Вот не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться. Поэтому какую-то информацию определенно делить надвое. Но я бы сказала, если куда-то приглашают отправиться, без далеких каких-то планов мы можем, почему и нет, если только по части вдохновения. Как будто все то новое, что приходит на этой неделе, оно еще зыбко ненадежно. И тут не надо торопиться, давать кому-то обещания, или, может быть, и принимать участие, если это дело совершенно новое. Или если вы участвуете, то далеко идущих планов не надо строить, потому что тут еще какая-то ненадежная может ситуация. Или события еще не развились до той степени, как должно. Или это может касаться отношений. Ну, вот поэтому продумайте. А что нам будет помогать, что будет радовать? Но если мы с чем-то определимся. У кого-то это может быть в отношениях между людьми, у кого-то это может быть, да, у нас два рыцаря, у кого-то это может быть в отношениях по работе, например, ну тоже через взаимодействие с людьми. Для кого-то из вас будет помогать, допустим, с другой-то стороны. Мы говорим, что мы уходим от конфликта в целом на этой неделе. И, может быть, придется сидеть между двух стульев, как будто и на одном, и на втором. И между тоже уворачиваться из какой-то ситуации. Может быть, нам так придется, чтобы не оказаться между молотом и наковальней. То есть есть какой-то момент, когда придется адаптироваться, манипулировать, потому что вполне вероятно есть те вопросы, которые вы решите. Или они решатся, может быть, где-то уже вы приложили усилия, и это финальная стадия, десятка все-таки у нас кубков. Но есть еще то, что ставит в тупик. И на этой неделе может быть окончательного вердикта, ну, как будто и не время, или, может быть, информация приходит, но ее еще нужно перепроверить. Не нужно на первом услышанном как будто основывать свое мнение. Нет, здесь есть определенная какая-то дуальность, есть выбор, и он должен быть просчитанный. Именно, может быть, и математически у кого-то вопрос денег. Дела, работа, бизнес, давайте мы узнаем. Вот правда, манипулятором определенно быть стоит. Все-таки семерка мечей называют карту вора, карты точнее вора, хотя ни в одной колоде я это не встречала. Но если уже сарафанное радио говорит, значит быть внимательным к сумочкам, кошелькам, паролям аккаунтов, к платежным системам электронным, быть, ну, просто необходимо. К окружению своему быть необходимо тоже внимательным. Не участвовать вот все то, что я перечислила. Быть где-то ловким манипулятором, скорее серым кардиналом, отступив так вот полшага назад. Посмотреть, как разовьются события. Никому ни да, ни нет не говорить. Уходить от каких-то обещаний. Посмотрите на карте, как будто расходятся лиса и молодой человек. И оба оборачиваются. То есть мы еще пока на этой неделе не видим, как слово наше отзовется или как дело наше продолжится. И вот такой вердикт безапелляционный, ну точно нам не поможет, потому что просчитать какую-то ситуацию вы не можете. Кто-то может вести двойную игру, понимаете? И вам в ответ на эту двойную игру нужно действовать теми же методами, тоже хитрить, быть манипулятором. Адаптироваться к какой-то ситуации для вас будет равнозначно, что вы получите вот эту десятку кубков. Финансы. Может быть, это сведения о том, что вот-вот будут деньги, да, или как возможность заработать. Но не совсем тут нам про деньги, хотя деньги у вас будут, безусловно, потому что выпадает карта десятка кубков. Деньги есть. Но по восьмерке жезлов это как у кого-то свидетельство о том, что деньги придут, а для кого-то это может быть, когда деньги нужно заплатить, например, или кому-то отдать. По восьмерке жезлов это внезапная новость.
или то, на что мы должны отреагировать как будто сразу. Мы не можем оставить на потом. И в зависимости от контекста, что это будет, видимо, ваши какие-то действия, они предполагаются. Может быть, это и будет вот как раз связано с тем, что нам будет, ну, какая-то, как вау, идея преподана. И нам нужно будет как и просчитать, а для кого-то, может быть, и отправиться куда-то, чтобы в другой местности выяснить наверняка, что же есть по факту. У кого-то и так может быть. Но одним словом отреагировать не обязательно, что мы скажем «да», с точкой или нет. Но сама по себе как бы контактная форма нашей реакции, она как будто должна быть. Мы не можем оставить в надежде на то, что ситуация разрешится сама. Мы здесь ее должны контролировать. Вот вам надо контролировать финансовую ситуацию. Ну, наверное, еще и личную жизнь. Вообще, мои дорогие весы, все держать под контролем и быть манипулятором. Как будто вот энергии такие, личная жизнь. Но деньги будут, десятка пентаклей. Вот будьте аккуратны очень с деньгами. И неважно, в каком они, в электронном варианте или в бумажном, да, кэш. Или это вопросы недвижимости. У вас две десятки кубков и одновременно пентаклей. Но есть, может быть, желающие охотчие до ваших финансов. Или если вы, к примеру, занимаетесь вопросами недвижимости, хотели бы продать, купить, ну или еще что-то там у вас по имуществу, то здесь надо тоже не прогореть. Тут нужно просчитать и, наверное, допустить, что люди хитрят. Если вы само по себе эту мысль допустите, ваши действия будут, ну, наверное, на 99% более слаженные, более такие, знаете, продуманные, и вас будет сложно уговорить на что-то или обвести вокруг пальца, правда, или обмануть, или пообещать потом не сделать, потому что вы будете, ну, где-то жестко рационально смотреть на все вещи. Вас тогда красными речами не увлечешь. Вот, правда, десятка пентаклей, смотрите, и мы говорили, рыцарь кубков, не очаровываться, чтобы потом не разочароваться. И тут ведь деньги у нас рядом выпадают. Будьте внимательны. Карта совет. Любовь. Любовь и деньги, мои дорогие, как по Венере, правда? Но, наверное, ваша планета-управитель какой-то вам сюрприз хороший готовит. И надо сказать, тут, правда, финансы и любовь. И это две энергии, по которой, по сути дела, это одна. И какой-то баланс, равновесия у вас достигается, потому что две десятки, как итог, можно получить как итог в плане, ну, может быть, предложение руки и сердца в том союзе, который уже был, но не был, может быть, оформлен де юре, или какая-то ясность у вас наступит, и в то же время есть какой-то финансовый прогресс, полный баланс, и еще и взаимопонимание, любовь. Но по этой карте, знаете, любовь, здесь нам не про страсть, здесь нам про искренность, про надежность, про доверие. И вот, видимо, все, что бы ни касалось, какие бы вопросы вот ваших жизненно важных тем, ну, как личная жизнь, работа, даже если мы говорим, да, или какой-то бизнес, взаимоотношения с людьми. Вот все должно быть такое надежное и искреннее вокруг вас. Это, наверное, основная задача, чтобы вот эта искренность в отношениях между людьми в любых сферах жизни, может быть, честность в отношении финансов, чтобы она у вас была во всех сферах жизни. Вот тогда вы будете спокойны, умиротворенны, и тогда не будет сюрпризов. Что скрыто? Давайте откроем эту карту. Вы как будто на этой неделе еще себя не знаете так хорошо, как должно. Карта силы. Действительно, манипулятором быть придется, серым кардиналом тоже. Сдерживать свои эмоции. Посмотрите, лев изображен. Лев – прообраз нашего эго. Это тот какой-то реванш, посыл, когда, знаете, вот, эх, я сейчас что-то сделаю. А нам говорят, а вот нет, на короткий поводок. Буквально наши эмоции, они нам только помешают. Тут вокруг обстановка или люди могут хитрить. И если мы куда-то поторопимся со своими вердиктами или проболтаемся про наши планы, мы себе ничего хорошего не сделаем. И ведь это в позиции скрыто.
Поэтому никто не должен знать о том, что сколько у вас денег, ни с кем не разговаривать. Вот так буквально, мои дорогие. Могут спрашивать, могут выпытывать. А как у тебя в семейной жизни или в личной жизни? Что у тебя на любовном фронте? Знаете, есть люди такие, которые досужим до всего есть дело. Или, а как у тебя с финансами? А получилось ли у тебя какое-то дело? А нам говорят, молчи. Все, будь хитрее. Иначе ты проговоришь свое счастье. И по этой карте, вот с учетом всех арканов, это да, молчание золота где-то. И быть серым кардиналом. И тогда нет ничего невозможного. У вас очень сильная позиция. И вот эту самую силу вы можете как будто в себе не видеть или не чувствовать. Ведь это в позиции, что скрыто. А на самом деле это не вами должны манипулировать. Это вы, мои дорогие весы, должны всеми манипулировать. Но вы почему-то можете в себе сомневаться. Либо людей много на этой неделе вокруг вас в разных энергиях. Один льстит, второй ругается. Попробуй разбери, что они думают. А самое главное, что вы думаете. Просто принять к сведению, что это каких-то два, может быть, странных типа, ну так я утрирую, конечно, у которых сегодня сами не знают, что они будут делать завтра, или их мнение меняется очень быстро. Ну, как-то так, понимаете, концентрация на себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.